Друзья, всем привет! Перед тем, как начнем видео, хочу сказать, Ник 10 немного приболел. А вы же знаете, без воды он вас оставить не может. Это первая из 100 скважин, которые мы построим в этом видео. О, вода! Поэтому он попросил меня подменить его и рассказать свежую информацию по классике. Давайте отнесемся с пониманием и оставим воду Нику. Сейчас она ему нужнее всего. А я расскажу вам без воды, четко и по делу, что нового показали разработчики Tanki Classic. Тот редкий случай, когда я подтверждаю дату выхода. Ну и давайте сразу поставим лайк этому видео. Попробуем собрать больше, чем обычно набирает Ник. Может, тогда и воды в его роликах станет поменьше. Дорогие друзья, у меня для вас действительно хорошие новости. Разработчики Tanki Classic сделали огромный шаг вперед и наконец завершили работу над всеми корпусами и пушками. Теперь в игре есть полный набор вооружения, как и в старые добрые времена. Многие из вас спрашивали, раз у разработчиков были старые текстуры, почему просто не взять их за основу в классику? На первый взгляд это кажется логичным, но на самом деле все не так просто. Разработчики нашли те самые старые текстуры, подняли их из архива и полностью переработали в высоком качестве, исправив все баги и кривые места. Выходит так, что мы получаем ту же самую ностальгию, но в современном виде. Кроме того, полностью доделан гараж. В нем теперь загружен тот самый легендарный старый фон, который помнят ветераны, но текстуры уже адаптированы под нынешние стандарты. Смотрится красиво, четко и все равно пробивает на ностальгию. Чтобы ориентироваться в большом выборе оружия стало удобнее, разработчики добавили значок «Избранное в гараже». Теперь можно закрепить любимые пушки или корпуса и быстро находить их, ведь скинов в игре будет очень много, и без этой функции легко запутаться. Сейчас команда активно работает над оптимизацией. Это очень важно, ведь игра должна запускаться быстро и работать стабильно даже на слабых компьютерах. Разработчики прямо сказали, что уделяют этому максимум внимания. Но, пожалуй, самое интересное — это пасхалка. В игру добавили самую первую тестовую карту 2008-2009 года. Это прототип современного трибьюта. Орех лично перенес ее в классику, а разработчики ее оптимизировали. И это, возможно, не единственная старая карта, которая вернется. Представляете, какие горизонты это открывает? И в завершении разработчики обратились к сообществу. Они попросили не сыпать в комментариях оскорблениями, а наоборот давать конструктивную обратную связь и поддержку. Ведь именно она влияет на скорость разработки и на мотивацию команды. Если вы играете в танки онлайн, как я, не забывайте ставить тег создателя контента Ник 10 в настройках вашего аккаунта. Установив тег, вы получите гарантированное красное свечение из легендарного контейнера. Помимо всех показанных новостей, разработчики так и не назвали дату выхода игры, даже примерную. Поэтому, друзья, пишите в комментариях ваше мнение с учетом текущей скорости разработки. Когда же выйдут Tanki Classic? Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайк, пусть их будет больше, чем у Ника. И так уж и быть, подписывайтесь на его канал. С вами была Юля 10. Ждем Хоппер в классике!